Алиса зашла в свадебный салон Maison de Rive, одного из самых роскошных в городе. На ней были простые джинсы, удобные кроссовки и легкий кардиган. Она выглядела скромно, но счастливо. Через 2 месяца должна была выйти замуж за мужчину, которого любила всем сердцем. Улыбаясь, Алиса подошла к консультанту, чтобы попросить показать платье. Однако та окинула ее презрительным взглядом с головы до ног и с фальшивой вежливостью процедила: «Наши платья стоят от $10 000. Вы уверены, что это ваш уровень?» Весь зал моментально насторожился. Другие продавцы бросали косые взгляды и перешептывались. Некоторые клиентки посматривали на Алису с насмешкой. «Я хотела бы просто посмотреть», — тихо ответила она, чувствуя, как неприятный ком подкатывает к горлу. «У нас запись заранее, и для подбора платья вам стоит сначала подумать о депозите». Консультант скривила губы в притворной улыбке. «Возможно, вам будет проще поискать что-то подешевле в другом месте». Оскорбленная и униженная, Алиса молча вышла из салона, подавляя слезы. Она даже не стала никому жаловаться. Просто решила, что найдет платье в другом месте. На следующее утро у входа в Maison de Rive остановился целый кортеж, 3 черных майбах и 2 внедорожника. Впереди шел высокий, харизматичный мужчина в дорогом костюме. Это был Дэниел Харт, один из самых известных бизнесменов города. Вокруг него суетились телохранители, а из автомобилей выходили его помощники и юристы. Посетители и сотрудники салона замерли от шока. Консультант, которая вчера грубо обошлась с Алисой, побледнела. Хозяйка бутика, элегантная мадам Лавуа, поспешила выйти навстречу. «Мистер Харт!» — вскрикнула она, растерянно улыбаясь. «Чем мы обязаны такой честью?» Дэниел не улыбался. Его голос был холодным и резким. «Вчера вы унизили мою невесту. Вы судите людей по внешнему виду. Вы решили, что у нее нет денег только потому, что она не пришла в дизайнерской одежде». В салоне повисла мертвая тишина. Консультант, виновница инцидента, опустила глаза и дрожала всем телом. «Это ужасное недоразумение», — начала оправдываться мадам Лавуа. «Мы искренне сожалеем. Это недопустимо, уверяю вас». Дэниел холодно посмотрел на нее. «Я хочу видеть ваши извинения лично перед Алисой. Иначе я сделаю так, что ни один человек в этом городе больше не переступит порог вашего салона». Хозяйка бутика побледнела. Она знала, что если Дэниел Харт начнет войну против них, репутация Maison de Rive будет уничтожена за считанные недели. Через несколько минут в салон вошла Алиса, та же скромная, без макияжа, но в глазах горела решимость. Мадам Лавуа и все сотрудники склонились перед ней в извинениях. «Мы просим прощения за ужасные отношения», — пролепетала хозяйка. «Позвольте нам подобрать вам свадебное платье абсолютно бесплатно, в знак нашей глубочайшей вины и уважения». Алиса улыбнулась. Невысокомерно, спокойно и с достоинством. «Спасибо», — сказала она, — «но я не нуждаюсь в платье от людей, которые видят ценность только в дорогих вещах». Она повернулась и ушла, взяв Дэниела за руку. А кортеж автомобилей медленно отъехал от бутика, оставляя позади растерянных и опозоренных сотрудников, которые только что получили урок, который запомнят на всю жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.